Привет, друзья, намасте. Это я, Олег, на канале India Magic TV. Машина идет. Парень там мне показывает thumbs up, палец вверх, который за рулем. Как всегда, ролик начинается у нас вот с этой дороги, которая почти что не дорога. Можно ноги сломать. Сегодня, друзья, самый жаркий якобы из нежарких дней. То есть у нас уже аномальная жара закончилась. Вот этот так называемый heat wave, волна тепла, ушла из нашего штата. Муссон еще не пришел, но волна тепла ушла благодаря так называемому какому-то западному возмущению. Не знаю, что это за западное возмущение. Интересно звучит так, западное возмущение. И сегодня, судя по прогнозам, если верить этим прогнозам, то у нас сегодня самый жаркий день из нежарких. Ну, можно, наверное, так выразиться. Сегодня около 40 градусов, судя по прогнозам, максимум. Ну вот я иду сейчас в самое жаркое время дня, как обычно. Здесь самое жаркое время дня, и я всегда выхожу в это время погулять. Но вот по ощущениям сегодня это вот как, когда была волна тепла. И если ночью выходить уже, когда солнце сядет, то вот сегодня вот так. То есть практически не жарко, нормально, комфортно идешь себе в самое жаркое время. И давно такого не было уже. И с завтрашнего дня будет так вот температура падать, будет прохладнее, прохладнее, прохладнее каждый день. И в конце недели должны уже прийти дожди. То есть уже начаться муссон. Уже будем ходить под зонтиком, друзья. Сегодня суббота, но почему-то мало людей. Удивительно. Обычно в субботу, то есть в любое время дня очень много людей. Их было много даже когда была аномальная жара. А сейчас вот нет аномальной жары. И суббота, и людей немного. А я хочу сходить в кафешку, в ту самую маленькую кафешку, которая называется Food Monk. То есть такое странное название, да, для кафе. Монах, который типа ест. Food Monk. Или едальный монах, или пищевой монах. Да, пищевой монах можно перевести. Food Monk. Food Monk этот здесь недалеко. Вот по моей любимой дороге, на которой всегда мало людей. Вот эта дорожка такая здесь. Мы сейчас пройдем туда, где магазин инверторов, где я покупал свой этот инвертор. Интересно, что когда ушла аномальная жара, перестали и электричество выключать фактически. Ну, иногда бывает, что там что-то такое происходит, и на короткое время оно отключается. Но в основном такого, как было, когда была аномальная жара, когда было 47-49, такого нет. Электричество все время есть. Да, благодаря этому инвертору, который я купил вон в том магазинчике. Видите, там парень сидит. Мы с Рокси пережили. Это стоило нам 17 тысяч рупий. Рады. Вот у этого парня я покупал инвертор. Good weather, а? No hot. Good. Inverter, no need inverter now. Inverter, no need now. Can give you back. Окей, thank you, рады. Веселый парень, это вот он мне привозил инвертор. Он эту тряпку с головы снял, потому что не жарко уже. И его можно не узнать без этой тряпки, намотанной на голове в виде этого тюрбана. Я говорю, все, жара закончилась аномальная, все, твой инвертор не нужен больше мне, забирай обратно. Он смеется. Вот у людей еще работает, видите, это охладитель воздуха, вот такой же, как у меня, маленький дома. А здесь вот такой огромный. Там такие какие-то деревянные опилки, и вода льется. И через них вентилятор задувает прохладный воздух туда, внутрь помещения. Но сейчас влажность повышенная уже, и они перестают нормально работать. Когда самое жаркое время, он хорошо работает, этот охладитель. Сейчас все. Можно задвигать его куда-нибудь подальше, и остается только кондиционер. А кондиционер жрет. Деньги просто так. 200 рупий в день у меня уходит.
сейчас на кондиционер. Последний раз смотрел, 200 рупий ушло за день. Я много пользовался кондишкой. 200 рупий накрутил в день, это получается в месяц, если по 200 рупий, это 6000 рупий. Нет, ты хватит пищать уже. Пи-пи-пи-пи-пи, достал. Едет и пищит на всю. Как бы О, просто едет и жмет на эту кнопку, на пищалку. Это когда он один, да, вот он так пищит на всю улицу. А когда их 10, они одновременно все вот так пищат. Это же ужасно. Вот наше кафе Food Monk. Я не знаю. Открыто оно, закрыто. Открыто. Рады. Open? Thank you. Thank you, Prabhu. I want fried momo. Fried momo. Ага. Окей? Good. Все, заказал. Жареные мамошки. Шляпу кидаем. И под вентилятор. У него кондиционер здесь, но эта комната очень маленькая. И кондиционер, он когда включает, прямо холодно. Я его прошу всегда выключать, кондиционер. Вот вентилятора вот здесь вполне достаточно. Это парень, который здесь работает в кафе. Собственно, он и хозяин кафе, его семья. Есть у него вот такая видеокамера Sony, и он тоже хочет снимать свой блог на YouTube. Он здесь и работает, и он здесь и живет. То есть вот это кафе, вот эта маленькая кафешка, это часть его дома, его квартиры. Появилось у них электронное меню вот здесь на экране, раньше не было. Очень удобно, приходишь и смотришь, что есть сегодня в меню. Вот все цены, все классно. Привет, друзья, с новым индийским днем. Вот такая у нас погода. Видите, мелкий дождик идет. Очень прохладно с утра. Сейчас 9 часов утра. Да, 9 часов. Довольно прохладно. Не знаю, сколько градусов, но, наверное, градусов 28, так по ощущениям. Ну, по сравнению с тем, что было раньше. Вообще, как будто кондиционер включили во Вриндаване. Немного влажно. Очень хорошо. Я иду на почту получить посылку из Китая. Мне прислали на обзор некое устройство электронное. Обзор которого будет на моем электронном канале. Я там не выкладывал видео уже 2 месяца. Вот. А я под зонтиком иду. Ну, не хочу, чтобы мне на голову капало, даже чуть-чуть. Это центральное вриндаванское почтовое отделение. Называется оно СУБ или САБ Post Office, СПО. Здесь есть такие стулья железные, сейчас покажу, как на железнодорожном вокзале. Вот такие стулья. Я вот на эти стулья присел, и они подо мной развалились. Просто я упал на пол вместе с этими стульями. Вот, друзья, все, получил посылку. Вот это почта. Центральная, вот это вриндаванская почта. Представляете? Ну тут даже есть, вам банкоматик есть. Ну вот я тут много раз был. Я не могу подумать, что это почта, вот это. Вот это. Вот этот дом. Он выглядит как какой-то заброшенный дом. То есть вообще реально просто заброшен. Наверное, вот я бы догадался, что здесь почта, если бы вот эта вывеска, видите, вот вывеска, она просто оторвана там, где было написано, что это почта. Если бы было не оторвано, то я бы, может, понял сразу, что здесь почта. Я сюда пришел вообще по навигатору и думаю, куда заходить, вообще непонятно, что к чему. Вон чай-шоп, кстати, сейчас чаю попью. Куда заходить? Я с этой стороны зашел. Там какой-то парень, какой-то кабинет один, и там парень сидит в этом кабинете. Я говорю, где тут почта? Он мне показал, говорит, с другой стороны. Не хочу здесь чай. В общем, отдали мне посылку, заплатил 520 рупий за таможню. Этот, как называется?
За растаможку. Там отвертка электрическая. Как бы умная отвертка, как называется такая. Отвертка электрическая со всякими этими битами, чтобы откручивать мелкие всякие винтики. Электрическая такая продвинутая отвертка. Но, по крайней мере, хоть пропустили. В Турции, помню, вообще не пропустили посылку. Так она и ушла обратно. То есть там что-то китайцы написали неправильно. Или цену написали неправильно. Меньше, чем оно стоит. И турки не пропустили, она так в Стамбуле там и осталась, эта посылка. Я, конечно, не поехал в Стамбул, говорю китайцам, я не поеду за этим мультиметром, там они, который выслали, растамаживать его в Стамбул. Это смешно просто. Но они потом написали нормальную цену и выслали еще раз, а эту им отправили обратно в Китай. Поэтому здесь нужно говорить продавцу. Они любят, ну, типа, занижать цену, делать добряк вам, чтобы вы меньше заплатили пошлину. А на самом деле, это там же не дураки сидят на таможне. Они смотрят, что там внутри лежит. Заходят на этот Алиэкспресс и смотрят, сколько это стоит. Элементарно. У всех есть интернет и компьютер. И посмотрели, ага, тут написано $2 цена. А он стоит 20. Не пропустим. Хотя на самом деле это то, что там даже $2. Я же ничего не платил за этот заказ. Получается, что я-то это как бы подарок. Это могла быть просто посылка частная, от частного лица. Просто подарок мне ко дню рождения, скажем. Это на самом деле так и есть. Мне все равно заплатили. Все любят бабло почему-то. Все любят брать бабло, а давать никто не любит. Не, вот попроси у него, а ты мне дай что-нибудь. За то, что я уже второй день сюда прихожу в эту почту. Сначала искал, ее не мог найти, потом пришел. Этого чувака нету, он уехал. Вот этот вот, Йогеш его зовут. Я с ним созвонился, приперся опять сегодня вот здесь, по дождю, поэтому нашел этого Йогеша, опять с ним созвонился, блин. Вы мне заплатите вот за эти мои скитания тут вот по вашему городу. Не, только давай деньги, давай деньги. Деньги давай, деньги. Ну хорошо, хоть привезли. 15 дней доставка. Ровно 15 дней до Вриндавана она шла из Китая. Быстрее, чем до Владивостока из Китая доходит. Хотя Владивосток находится там рукой подать до Китая. Пукнешь во Владивостоке, в Китае чует уже. Да. А когда что-то заказываешь из Китая, оно идет через Москву. Представляете, да, вот такой. Логистика это они называют у нас. Из Китая идет во Владивосток через Москву. Нормально вообще? Москва должна с любой посылки помаять бабла. Почему нельзя привезти сразу во Владивосток там, за 3 дня из этого Китая? Идем домой обратно. Я не на велосипеде поехал, потому что дождик был. А сейчас нету дождика. Пошел пешком этот километр тут ровно. Километр 100 метров. До моего дома. Говорю, сколько на рикше проехать? Он мне говорит, 100 рупий. 100 рупий. 1 километр 100 рупий. Да ну нафиг. Ну 50, может, я еще дал бы. И то думаю, что дорого. За 1 километр проехать. Кришнаитское место, любое кришнаитское место на земле, оно самое дорогое. Вот в Мадхуру отъедьте немножко, тут 15 километров. И вы будете там тратить на еду в 2 раза меньше. Ровно в 2 раза меньше на еду. Во всяких кафешках. Ну, здесь. В Турции мне тоже присылали много раз китайцы, пока я 2 года жил в Турции. Я там делал обзор и продавал, там сайт есть такой, типа как барахолка. Сахибинден называется. Вот на этом Сахибиндене можно продавать. Здесь, я не знаю, есть такое, наверное, тоже есть какие-то сайты, через которые можно продавать всякий хлам. Но чтобы продавать, надо, чтобы был счет в местном банке. Здесь у меня нету счета в индийском банке. Пока я просидел на этой почте, там ни кондиционера, ничего. Один вентилятор крутится.
стулья там вот эти. Так, по 3 стула соединенные такие. Я на одни сел на эти стулья. И упал, короче, эти стулья. А там, оказывается, ножки нету. Ну, блин, почта. Хорошо, ничего не сломал себе. Там, короче, стул, вот ножки нету. И вместо ножки поставлены кирпичи. Под этими вот, ну, стулья, чтобы посетители почты сидели. Там 3 таких, 3 по 3. Вот 3 таких стула по 3 в каждом. Ну, связка из 3 кресел такая. И вот одна без ножек. Но стоит так, как будто она с ножками. Специально, чтобы ты сел и чтобы ты упал. Как бы, да. И вот я сел, и я упал. Прям на пол упал, свалился с этого стула. Блин, ну возьмите вы, почта, государственное учреждение, приварите эту ножку. 3 секунды позвать сварщик, он приварит эту ножку. Нет, они будут поставлять кирпичики туда. А посетители будут садиться и падать. И даже тогда, если кто-то сломает себе голову, даже тогда они не приварят эту ножку. Этот стул будет стоять и ждать очередной жертвы своей. Вот такая начинается грязь, видите, дождик, и вот такая дорога превращается вот в такой жидкий асфальт. Ну, зато не жарко, хорошо, можно ходить. Можно ходить и потеть. Знаменитый магазин Ганготри. Одежду можно покупать. Ничего не меняется. Вон парень манго продает. Так, коровы что-то как-то. Сейчас везде будут эти манго. О, сколько. Какие красивые. Смотрите. Манго. Kitna mango? Kitna rupee? 80 rupees kg. Ah, expensive. Yes, yes. Папайя, мамая, вон гранаты маленькие. Гранаты в Турции большие такие, классные. Мы с Мишей ели в Турции гранаты, просто с дерева срывали там и ели, сидели в этом, в парке в этом заброшенном, полузаброшенном, который Экспо 2016. Там прям такой небольшой был лесок из гранатовых деревьев. Ни в ту сторону не пройдешь, ни в эту сторону. Вот я запопал. Там через банки Бихари там вообще бесполезно проходить. Здесь в сторону Ямуны. Смотрите, что делается. Это кобздец полный. А, вон там какой-то храм еще. И они все туда идут. Вон там справа. Там популярное тоже какое-то место. И все туда, все туда. Главное пройти этот. Еще на мотоциклах тут едут. На машинах. Вон машина впереди идет со всякими напитками. С кока-колой. Вот что делается. Машина еще вот эта вот с этими. С водой, да. Машина в основном создала пробку тут, вот эта машина. Проезжай, проезжай уже. Проезжай, чало, чало. И вот они куда-то туда заворачивают все. А ну правильно, туда и надо заворачивать. Ямуне. На большую дорогу.
Полицейский с мигалкой. Проехать хочет, включил эту мигалку сирен. В пробке же не хочет стоять полицейский, а у него есть сирена, чтобы проехать. Полицейский тут царь и бог. Ну вот, друзья, у нас теперь не жарко. И я открыл Роксички немножко доступ к наблюдению за тем, что происходит на улице. Да? Все, уже нормально. Как бы теплое окно еще, конечно. Такого нет, жара из него уже. А она любит смотреть на улицу, сидеть здесь. Слышите? Там такие динамики подвешенные, как рупоры. Рупорные. И кто-то кричит в этот динамик. Любят они в эти микрофоны кричать. Во, смотрите, у парня новый велосипед, абсолютно новый. Парень купил себе велосипед. Я бы такой велосипед, конечно, не купил никогда. Это типичный, обычный индийский велосипед без каких-либо там скоростей и передач. Наверное, парень доволен. Теперь я, говорит, буду добрый. Это я был злой, когда у меня велосипеда не было. А теперь, когда у меня велосипед есть, я буду добрый. А может быть, он и всегда был добрый. А сейчас, когда у него появился велосипед, велосипед начнет ломаться, портиться, что-нибудь там надо будет настраивать. Это же индийский велосипед. И парень будет злой. И получится наоборот. Вот раньше я был добрый, когда у меня велосипеда не было. А сейчас я стал злой, когда купил себе индийский велосипед. Я бы чаю попил где-нибудь индийского. Раньше, когда была жара 47, я не пил чай вообще. Вот эти 2 месяца я практически не пил чай. Мне просто не хотелось его пить. Даже какое-то отвращение было, когда я представлял себе, знаете, вот что я пью чай. И у меня такое, фу, не, бля. Я просто пил воду. Обычную воду пил. Вот она. Красильщицы. Красильщицы. Они выпасают, когда приезжают индийцы. Туристы. Ну, не местные индийцы, а туристы-индийцы, которые сюда приезжают, например, с вокзала на рикше приезжают. И они видят, что это туристы. Вот эти цыгане с красками. И предлагают им поставить этот рисунок на лбу. Вот он, парень, видишь? Парень красит. Экехе. Гуд. Молодец. Экехе, значит, что это такое? Я выучил. Новое слово на хинди. Экехе. Экехе. Кья. Кья это что? А кью это почему? Вот кто-нибудь просит у вас денег, дай денег. И вы спросите его, Q, почему я должен дать тебе денег? Пусть объяснит. Да, сегодня народу, сегодня четверг. И столько народу. Да. Так. Быстрее бы пройти это место. Вот сюда завернуть. Хотел сказать к морю. К реке. К морю это было у нас с вами в Анталии. Там было к морю. К чистому, красивому, изумрудному анталийскому морю. Один зритель написал в комментариях. Пишет, мол, вот вы снимали там индийцев в том фильме, который «Лица Индии», Faces of India. Так там такие красивые индианки попадаются иногда в толпе. А можно ли с индианкой типа закрутить? Ну там, отношения завести с индианкой. Вообще это возможно? Пишет человек, я, говорит, много видел, что женщина русская, например, а мужчина индус. Таких пар много. А вот чтобы было мужчина, скажем, европеец, иностранец, а женщина индианка. Такое бывает вообще? Возможно? Ну вот я отвечаю. Конечно, это возможно. Особенно в цивилизованных местах, в больших городах вполне. Вы себе можете найти подружку, индианку, красивую, современную. Никаких проблем.
Походите по ночным клубам, познакомьтесь, если вы молодой, состоятельный мужчина. Да, и вполне себе вы найдете. А почему нету историй таких на ютубе? Просто потому, что индианки, даже которые живут в больших городах, современные, раскованные, они предпочитают все-таки как бы не афишировать вот эти отношения с иностранцами. Хотя это нормально. То есть у меня была девушка в нулевых годах, когда я был красивый, молодой, йог такой прям весь из себя. Да, в 2004-м, в 2002-м я первый раз приехал в Индию, потом в 2003-м приехал, а в 2004-м я приехал и нашел себе, познакомился с индианкой, с преподавательницей йоги. И несколько лет мы дружили, так можно сказать. Вот. Ну и сейчас еще даже поддерживаем отношения. Иногда я там могу позвонить, написать, как дела. Хорошее было время. Так что, друзья, не теряйтесь. Ищите себе индианок, у вас будет. Женитесь на индианке и уедете в Индию жить. Да? Может быть, если в каком-нибудь большом хорошем городе, типа Бангалора. Кстати, переименовали его тоже Бангалор. Зачем переименовывать города, не понимаю, бред какой-то. Они тратят на это огромные деньги, лучше бы вот дорогу сделали во Вриндаване и мусор убрали, чем переименовывать Бангалор. Как там он сейчас называется? Бенгалуру. Ну какая разница, Бангалор, Бенгалуру. Бомбей они переименовали в Мумбай. Чем мне нравился Бомбей? Бомбей все знают, весь мир знает. О, Бомбей, Болливуд. А что это Мумбай? Что такое? Что за Мумбай? Да. Они даже переименовали Пандичерри. Пандичерри, вот этот красивый город европейского вида, рядом с которым находится Ауравиль. Они переименовали, взяли зачем-то. Сейчас Пандичерри нет уже. Сейчас называется это место Пудучерри. Пудучерри. Какая разница, Пандичерри, Пудучерри? Я подозреваю, что просто здесь отмывание денег. Типа подается под соусом, типа, ну вот, так англичане называли, проклятое колониальное прошлое. А на самом деле это просто под это дело можно отмыть и распихать по карманам огромнейшие деньги. Огромнейшие. Переименование одного города стоит там, наверное, много миллионов долларов. По крайней мере, под это выделяется много миллионов долларов. А сколько там на самом деле потратится на переименование такого огромного города, как Бомбей? Это город, может быть, даже больше Дели. Это финансовая столица Индии. Дели – это политическая столица Индии, по сути. А Бомбей – это финансовая столица Индии. Если в России вот есть только два города, на самом деле, кто-то сказал, мне понравилось, кто-то сказал, какая-то говорящая голова так выразилась, что в России вообще существует только два города, это Москва и Питер. По европейским меркам. Так вот здесь не так, в Индии, здесь много штатов, столица каждого штата это огромнейший город, в котором живут там десятки миллионов людей и который чем-то примечателен. Например, город Бангалор. Бангалор это Бенгалуру как-то. Мне не нравится. Мне нравится Бангалор. Я знаю, что Бангалор это столица штата Карнатака. И это столица IT Индии. Считается так, что это самый такой продвинутый технологический город в Индии. На самом деле, конечно, и Дели продвинутый технологический город. Рядом с ним. С Дели там есть Гургаон тоже. Очень сильно продвинутый, технологически развитый город. Но вот считается, что Бангалор это самый такой современный, молодежно продвинутый город. И действительно очень классный город. Там много чего можно посмотреть. Там огромное количество музеев всяких. Музей науки там есть. Много храмов, конечно, соответственно, тоже. Есть Искон храм кришнаитский большой. Я там был в Бангалоре. Огромное количество парков, всяких озер. Но в то же время очень много машин, очень большой трафик. Вот. Это Бангалор, который переименовало нынешнее правительство Моди
в Бенгалуру. Точно так же столица штата Тамил-Наду, город Мадрас. Мадрас, да, я буду называть Мадрас. Называется он сейчас Ченнай. Ченнай. Ну, тоже зачем? Ну, был бы Мадрас, какая разница? Зачем тратить на это миллионы долларов, чтобы переименовывать Ченнай, Мадрас в Ченнай? Я помню, Мадрас, это все знали, Мадрас это исторически. Столько связано в литературе. Всякие изделия, я помню, Мадрас были, сигареты у нас в детстве, в молодости. Когда я учился в школе, я курил грешным делом. И вот сигарет не было никаких одно время. Даже российских сигарет не было нормальных в магазинах. Зато продавали индийские сигареты, Мадрас они назывались. А сейчас бы эти сигареты назывались почему-то Ченнай. Мадрас. Мне вот Мадрас больше нравится. Мадрас, матрас. Классно. Какие еще города переименовали? Так, Мадрас, Ченнай, Бангалор, Бенгалуру, Пандичери, Пудучери. Ну и под конец этого всего они хотят еще и саму Индию переименовать. Вообще всю страну переименовать в Бхарат. Бхарат. В Конституции Индии есть это название Бхарат. То есть там есть два названия в Конституции, которые равноценны. Бхарат и Индия. Так вот, они хотят Индия вообще убрать. И будет вам виза выдаваться, например, виза в страны Бхарат. Куда поехал? В Бхарат поехал. Вот так будет. То есть слово Индия будет удалено. А представляете, это сколько можно бабла отмыть на переименовании страны целой? Там будут, наверное, цифры, это не миллионы, это какие-то миллиарды долларов будут выделены на это. Откуда вообще это слово произошло? Да, Бхарат. Это имя царя. Когда-то, в какие-то времена, по легендам, здесь правил какой-то вот такой царь индуистский. В какой-то местности, не во всей Индии. Тогда до англичан здесь не было Индии вообще как таковой. То есть как одной целой страны, единой. Здесь просто были какие-то княжества, всякие разные, порой воюющие между собой, разные. Феодальные княжества, феодальные такие. Рады. Феодальные образования, в каждом из которых был свой царь, там свой правитель, какой-то свой диктатор, короче. И они даже между собой воевали порой. И потом, вот, когда уже англичане были, Ост-Индская компания сначала, а потом уже, собственно, Индия стала как бы частью Британии. Вот. Был здесь вице-король Индии. Это наместник британского короля в Индии. Тогда образовалось, собственно, индийское государство. И сейчас вот это все государственное устройство индийское, оно как вот через копирку срисовано с британского государственного устройства. Там есть премьер-министр, который рулит страной, а король Англии, как вы знаете, да, он просто как такая историческая фигура, она ничего не решает, просто есть король Англии или королева Англии, а рулит всем там этот премьер-министр. Также и здесь, в Индии, в Бхарате, будем уже привыкать называть ее Бхарат. Также здесь есть премьер-министр. Сейчас это Моди уже на 3-й срок пошел. Вот, есть премьер-министр Моди. И в Индии есть президент Индии. Есть. Никто не знает его, даже, наверное, имени. Половина индусов не знает, кто президент Индии. Вот сейчас спроси любого. Интересно, знают они, как зовут президента Индии? Но это тоже такая номинальная фигура, которая выполняет ту же роль, что в Британии выполняет роль вот этот вот король Великобритании или королева.
Также здесь вот президент Индии. Поскольку Индия это конституционная республика, здесь короля не может быть, поэтому они сделали президента. Ну, как что-то вот вместо короля. Но все равно вся палаты вот эти, верхняя палата, нижняя палата. Помните, в Англии там палата лордов? Тоже. Все это срисовано, вся индийская государственность срисована с британской государственности. Также не только государственность, государственное устройство срисовано с Британией, но и чисто такие бытовые вещи тоже срисованы с Британией. Это левостороннее движение здесь. Железная дорога в Индии очень протяженная, большая, популярный метод перемещения по стране. Это железная дорога, наверное, самый популярный. Это все построили англичане у них. Все эти мосты, в Ришикеше вот эти 2 моста они построили англичане. Очень много здесь англичане строили. Потом нумерация этажей. Здесь нумеруются этажи. Вот у нас этажи нумеруются как первый, да, вот самый первый этаж, который ближе к земле. Он у нас называется, так и называется первый, потом второй, третий и так далее. Здесь нулевой этаж называется земляной этаж, ground floor. То есть идет ground floor, нулевой этаж, то есть тот, который у нас первый. И дальше уже идет первый этаж. Первому этажу соответствует наш второй этаж в Индии. Ну и в Англии тоже так же, я думаю. Ну и много чего еще взято из Британии. Английский язык государственный. В Индии английский это государственный язык. Второй. Первый хинди, потом английский. 2 государственных языка. Ну и в каждом штате еще есть какой-то свой. То есть он родной язык в каком-то штате отличается от английского, то есть вернее от хинди, то тогда еще в этом штате государственный язык какой-то другой. Например, телугу, да, или малаям, или бенгали. Много в Индии говорят, больше 100 языков вообще всяких разных. Если всякие наречия в деревнях посчитать там, в каких-то племенах, да, страшно ходить. То есть не то, что на велосипеде ездить, а просто ходить здесь страшно. Куда эти все люди идут? Босиком идут. Ну, кстати, в Турции тоже начинается с нулевого этажа. Там называется нулевой этаж Гириш-кат, то есть входной этаж. Входной этаж, а потом идет первый. Так что тот, кто привык к этой нумерации в Индии, в Турции будет тоже привычно. И этот нулевой этаж, он точно так же, как и в Индии, обозначается буквой G. То есть ground floor и Гириш-кат обозначается одной и той же буквой этот этаж нулевой. Здесь Вавилон сейчас, хоть сегодня и не выходной, сегодня четверг, а что же случилось? А, наверное, случилось просто погода прохладная, более-менее. И поехали сюда люди. Вот бродить здесь босиком по этой повикромной дороге. Все идут в джинсах и босиком, видите? Прикольно? В джинсах и босиком. А я иду в шлепанцах своих, которые типа кроксы китайские. Босиком я здесь как бы не рискнул бы ходить. Я, кстати, здесь змею видел. Около нашего дома вышел ночью мусор выкинуть. Что-то мусора у меня накопилось. Думаю, пойду выброшу мусор. Выхожу, а там такая змея 1,5 метра длиной. Какая-то рыжая такая змея. Вот цвета вот этой земли. Хорошо, что я ее увидел и не наступил на эту змею. Кто ее знает, ядовитая она или нет. Здесь, наверное,
Все змеи ядовитые. В основном. Так что надо быть осторожным. Ну, то есть я не так часто вижу змей здесь, но вот увидел рядом с нашим домом. Подумал, нифига себе, если такая хрень заползет в квартиру. Жесть.